Мы заехали по пути в Хорватию. В Австрии есть такой замок Хёвенверфен. Он находится на скале, а здесь ветрено. Первые упоминания этого замка были в 1077 году. Изначально здесь было деревянное строение, но потом оно перестраивалось. И уже в 15 веке образовался вот такой замок, какой мы сейчас видим. Это каменные стены, башни, очень красивые. И с 1987 года это используется как туристическое место для туристов. То есть тут все очень красиво, можно пройтись посмотреть. Вот такой вид открывается с замка. Вокруг горы. Этот замок использовался как оборонительное сооружение, потому что здесь внизу долина, и замка контролировалась полностью вся долина. Сейчас я вам покажу. Очень ветер сильный. Вроде одет тепло, но ветер такой, что аж пронизывает. Крепостная стена. Видите, бойницы маленькие. То есть для тех рыцарей или людей, кто жил здесь, специальные вот подняться можно было по лестнице на эту стену и оборонять уже этот замок. Тут можно взять экскурсию, где вам расскажут про этот замок. Ну, правда, ее ждать надо. Мы взяли просто входной билет без экскурсии. Так, у нас здесь идет представление вот этих орлов. Объясняет ведущий, что как они летают. Это ручные птицы. Вот он поймал. Просто подкидывает. Только что закончилось представление, где ведущий рассказывал про птиц. Я не знаю, это орлы или какие-то соколы, коршуны. Я не разбираюсь хорошо в породах птиц, так что вот они ручные. Он показывает, как они охотятся, бросает им мясо. Но интересно, люди пришли, сидят, смотрят. Крепостная стена. Опять же, вот тут про птиц есть полностью породы. На немецком языке можно почитать и найти для себя что-то новое. Кстати, вот здесь, наверное, по сердечкам можно понять, что когда-то здесь был туалет. То есть, получается, ты заходишь, а все, что в туалете, это все вниз, там скала, и все вниз падает. Но вы теперь понимаете, почему эта крепость была построена как раз вот на этом месте. Потому что внизу долина, просто контроль над всей долиной. Мимо не пройдешь незамеченным. То есть очень такое стратегическое расположение этой крепости. Попав на скалу, вам надо будет добраться до стен. И вы видите, бойницы, они по кругу. То есть незамеченным как-то пробраться – это очень мало шансов. То есть у вас получается две стены. Вот вы видите перед вами, это уже вторая стена, а первая стена вот идет. Вот. Плюс у вас башни сторожевые есть. Тут такая двойная защита. Даже если вы первую стену как-то пройдете, вам надо будет попасть еще через вторую стену пройти. Но там шансов у вас мало, чтобы попасть. Плюс не забывайте, еще есть небольшие башни, бойницы еще на самой крепости. Вон. То есть такая тройная защита, она просто исключает взять этой крепости. Единственный вариант – это взять измором. То есть если отцепить ее, я думаю, что где-то потайной ход есть.
Я пока поднялся наверх, уже дыхание сбилось. Когда вы едете в отпуск, то не надо спешить ехать без остановок. Можно остановиться, посмотреть на такой прекрасный вид, что открывается позади меня, и просто насладиться видом. Мы что и делаем. То есть наша следующая остановка на таком небольшом красивом месте, где можно перекусить и посмотреть на горы. Кто проездом в Австрии, может купить вот такие интересные сувениры. Зальцбург, где родина Моцарта. Вот, кружки есть. И вообще на австрийскую тему можно любой сувенир купить. Интересно, да? То есть так раз. Пошел снег. Даже вот есть фляжка. А стоит всего лишь 24 евро, ребята. Но это понятно, что дорого, потому что это автомагистраль. При таких парковочных ресторанах цена в 2 раза дороже, чем в самом городе. А здесь ты набираешь, что ты хочешь покушать, и потом уже на кассе расплачиваешься. Разные салаты на любой вкус можешь найти. Морковка, кабачки, оливки, даже капуста есть. Так что, ребята, вот наш такой перекус, это у нас кнодель и гуляш. Австрийская такая еда, национальная. Перекусим, и нам вон туда надо будет ехать по автомагистрали через туннель, который больше 7 километров протяженностью. Нам надо проехать сквозь эту гору. Вот мы подъезжаем в самую левую полосу, это Дигиталь, где сканирует твой номер, и он должен тебя пропустить. Все. Я проезжаю, и не надо платить здесь уже на месте. То есть ты уже заплатил в интернете, и тут просто проезжаешь и поехал дальше. Экономишь время. Ну, нормально. Сегодня вот в этот раз у нас людей было мало, то есть повезло. Очередной маут, где надо покупать проезд. Если вы все приобрели в интернете, берете самую левую полосу, вот тут написано, что это Дигиталь Штреки Маут, подъезжаете, вас камера сканирует, и вы едете дальше. Раз, и поехали. Так, все, ребятки, мы уже попадаем в Словению. Нас уже встречает страна Словения. Ну, пропуска здесь я не вижу, никакого пропускного пункта. Мы просто проезжаем вот так мимо. А те года мы проезжали, вот где вот большие вот эти здания стояли. Ну, или как ворота, или как они называются, пропускные КПП. Сейчас вот мы просто так раз и все. Ну, теперь все по-словенски. На славянском языке тоже все читаемо, так что нормально. Едем дальше.
Если вы захотели заправиться в Словении, то вот вы увидите такую очередь, потому что... Запаситесь терпением. Да, нужно терпение, так как здесь дешевле бензин, чем в Австрии, в Германии. И многие просто туристы при поездке в Хорватию заправляются как раз в Словению. То, что мы сейчас делаем. Ну, в Словении дизель стоит евро 80. Вот заехал я в Копер, городок, по пути, решил заправиться. Только что проехали в Словении Копер. Вам сразу подскажу, когда вы будете ехать в Хорватию, у вас навигатор будет показывать, чтобы вы свернули перед мостом и направо, и потом налево ушли в сторону Пулы, Хорватию. Если вы хотите стоять в очереди 2-3 часа, то так и делайте. А если вы хотите не стоять в очереди, то просто едьте по этой автомагистрали прямо, вы как раз попадете до границы, где вот практически через маленькую деревню можно проехать и без очереди. Это как... Я потом просто вам покажу и адрес скину этой деревушки, как ориентир. Ребята, мы заезжаем на платную дорогу, и здесь уже можно потихонечку и ехать. Такой вот билетик дали. При выезде мы оплатим свой проезд. Стоимость проезда составила 7 евро 40 центов. Так что такие цены в 2022 году.